Перед тем, как будем пришивать ушки, нужно убрать лишнюю шерсть. Вот смотрите, с задней стороны ушка почти лысенькое, а внутри мохнатое, поэтому вот одну сторону обстригаем. Вот, обратите внимание, как я кладу ножницы параллельно ворса и вот так вот двигаюсь. Вот, можно также и, в принципе, и в другую сторону. Но когда вы не сильно себе уверены, то лучше двигаться по шерсти. Вот, а потом, если вы будете много стричь, то будут лучше вас ножнички слушаться, и вы будете уже и против шерсти хорошо стричь. Вот. Ну и также сделаем переход вот такой вот наперед. То есть у них внутри, в ушке, идет побольше ворса. Крупнее ворс, длиннее. Вот снизу здесь можно обстричь, потому что это будет нам мешать пришивать, и как бы тут сильно ничего этого не надо. И внутри нужно проредить, потому что слишком густая шерсть. Филировочные ножницы. Вот так. Берем как бы по прядкам, не слишком много сразу не захватываем. А затем вычесываем расчесочкой. Можно еще убирать. Итак, вы определили точки, вот нашли стыка верхней и нижней челюсти. И смотрим, где крепятся ушки у лошадок. Да? Это место, вот самое такое как бы выпуклое, вот здесь. Вы тут вот таким образом будем крепить ушко. То есть оно будет здесь собрано. Вот такая у них форма у ушек лошадиных. Вот, можно так вот скрутить даже. И вот я проставила точку верхнюю. Вот видите, у нас ушко скошенное, чтобы оно хорошо и правильно крепилось, чтобы оно не было вот таким, как у осла. Здесь нужно было немножко срезать. Поэтому у нас будет одна точка вот для этого центра, да, вот этой точечки, и вторая для усиков. Она немножко вот идет по диагонали. Вот. И я, в принципе, сейчас замеряю, вы сможете потом мерить. То это 14,5 сантиметров. Переносим эти 14,5 на другую сторону. Вот эти точки, одна и вторая. Так, нам здесь нужно найти, главное, чтобы вот эта точка попала в стык. Вот он, видите? И здесь точно так же. Ну, чтобы не сбить, да, ориентир наш. Вот. Плюс вторая точка. Я ее отмеряю другим способом. Я возьму циркуль, вот, и отмеряю эту точечку вот так. Итак, берем шило
и делаем точку, дырочку в той точечке, которая ниже, вот, для наших вот этих усиков. Так вот их распрямьте, чтобы они вошли вот так ровненько. Так. И теперь аккуратненько туда вставляем проволочку. Вот, и закрепляем ушко иголочкой. Во второй точке вот. И вторая точка. И вот ушки закреплены. Он уже очень даже похож на лошадку такую, с ушками. И теперь зашиваем ушки по внешнему краю. Смотрите, у меня была нитка очень длинная. Я ее складываю вдвое, и один кончик вот у меня длиннее второго. Чтобы не делать узелки, просто я его пущу, ну, оставлю и потом обрежу. Вот, и пришиваем потайным швом, круглой иглой, если вам это удобно. Обязательно шейте либо в 2 нитки, либо какими-то плотными нитками, потому что нужно хорошо притягивать, чтобы ушко не телепалось. Вот. Шерсть очень плотная, и хорошенько нужно все сшить. Вот, делаем узелочки, хорошенько закрепляем, смотрим здесь, чтобы не выглядывала проволока. Вот, еще спереди прошиваем то место, где у нас входит проволока, пришиваем к голове, чтобы она не выглядывала. Воздушный узелочек. Вот. И выводим нитку, обрезаем. То же самое повторяем со вторым ушком. Вот такое оно гибкое, может менять настроение лошадки.